Итак, друзья, привет, с вами Тага, вы на канале про стерео, а конкретно в школе про стерео на курсе, который рассказывает о том, как сводить два трека, ну или заниматься диджеингом в рамках своего любимого хобби и удовольствия, создавать прикольные миксы, как бы ничего, не делая такого сверхсерьезного и естественного, как это делают супердиджеи. То есть, в принципе, это не какая-то суперсила. Не надо обладать там магией для того, чтобы создавать прикольную музыку. То есть, не музыку, а именно миксы. Потому что, чтобы создавать музыку, нужно совсем другие знания. Но об этом вы узнаете позже. А сегодня давайте продолжим разбирать историю, которая может с вами приключиться, если вдруг вы дома тренируетесь на каком-то диджей-контроллере, а вам сказали приходить играть в клуб, потому что типа диджей заболел или еще что-то. То есть, в общем, у вас выдалась возможность выступить реально в заведении. И там стоит вот такой вот комплект, который, в принципе, стоит чаще. Как и в случае урока про CDJ, ссылку на который вы можете посмотреть под этим видео, вы можете оказаться в ситуации, что как бы кнопки отличаются, названиями, их там больше, чем на вашем пульте. Например, конечно же, на пульте от Pioneer DJM 900 кнопок больше, чем на вашем контроллере там DDJ 400 или там даже SX. И для того, чтобы не растеряться, вам нужно знать, что вы мыслите не категориями типа брендов, а категориями кнопок. То есть вы должны уметь и знать название, и должны понимать, за что какая отвечает. Потому что на всем оборудовании, в принципе, всегда все написано. Конечно, если это не убитое оборудование, которое уже затерто и там вообще ничего не осталось. Но вы-то все умные, вы учитесь в самой классной школе. И поэтому вы должны понимать, с чем вы можете столкнуться, когда приходите в клуб, и у вас оказывается на столе вот такой вот пульт или какой-то другой. Поэтому вы должны не переживать. И вы должны знать, что вы справитесь, у вас все получится. Это никак не связано с тем, что у вас вообще другое оборудование. Все пульты, вообще абсолютно все, делятся на стандартные зоны управления. Они вообще стандартные. То есть вот если мы не говорим о каких-то наворотах, которые вам помогут так или иначе, там, допустим, создавать какие-то гиперэффекты или какие-то специальные скретч-штуки, то есть, скажем так, прокачанные в каких-то конкретных местах органы управления, то все пульты для обычного миксинга, а мы же говорим, что мы на курсе для начинающих, то все кнопки стандартные, абсолютно. Вы же будете просто сводить два трека между собой, возможно, пользоваться эффектами. Но об этом в следующем занятии. Так вот, смотрите, давайте с чего начнем. Когда вы придете, первое, что вам нужно понять, это на какие каналы заведены деки. И бывает по-разному. Бывает, что, например, две деки на первом-втором канале, бывает на втором-третьем. Бывает, как сейчас, на первом и четвертом. И, например, я не люблю, когда запитано на первый и четвертый, но специально подключил так, чтобы показать вам почему. Потому что, например, есть некоторые фишки в диджеинге, которые удобно выполнять близлежащими фейдерами. Например, это эхо. То есть выставляем эхо, выставляем ее на мастер и ставим какую-то удобную, там, допустим, частоту по ритмике. Запускаем. У нас два трека, они синхронизированы, да? Они, допустим, будут играть вместе. И, например, я хочу использовать эхо. И, например, мне нужно убрать сразу два фейдера. Вот такой вот прикольный эффект с хвостиком от эхо. И вот так не очень удобно, потому что, не у всех руки большие. Это гораздо удобнее делать, когда у вас два фейдера вместе. Можно вот так вот играться. И поэтому не значит, что вы должны сразу обязательно переключать и прочее. Просто вам надо убедиться, на какие каналы заведены деки. Иногда в клубе, допустим, умирает один канал. Такое бывает. Или другой канал, там хрипят частоты, плохо работает фейдер, отваливается один из каналов, левый или правый. И звукорежиссер или резиденты, которые там работают, об этом знают, и поэтому они подключают деки на максимально живые каналы, которые еще не убиты. И, собственно, ваша задача просто работать на этих каналах. Дальше. Есть такая штука, как селектор входов на этих пультах.
И бывает, что, например, деки заведены на канал. Как это проверить? Здесь проводки. И эти проводки четко находятся под вот этим каналом, ну, на котором вы работаете. То есть проводки заведены, а звука нет. То есть не происходит ничего. Допустим, кто-то пошутил или там перевел этот селектор, потому что работал по цифре или через компьютер. И селектор так и остался. То есть он никуда не ушел. Человек выдернул провод USB, ушел со своим компом, а вы не понимаете, что происходит. Для этого вам надо просто посмотреть, куда воткнут этот проводок, допустим, Line, и переключить на него. Фона — это для виниловых вертушек, USB — это для подключения компа, Digital — это подключение по цифровому разъему, а вам нужен аналоговый, если вдруг он подключен через обычные тюльпанчики. И вот звук у нас есть, то есть звук появился. Такая ошибка или невнимательность очень часто приводит к панике, а ваша задача как начинающего не паниковать. Вы должны хладнокровно просто помнить, что бывают вот такие ситуации. Следующая ручка, которая вас интересует, это гейн. Гейн или трим, как пишут на пионерах, это уровень громкости вашего канала, то есть, например, вот этой конкретно деки. И мы можем менять эту громкость. Для чего это нужно? Для того, чтобы громкость каналов можно было регулировать, исходя из треков, потому что некоторые треки бывают более тихие, некоторые треки бывают более громкие. Так как конкретно у этой модели waveforma не идеально видна, она видна только на современных плеерах, на таких как Denon SC5000 Prime или вся серия Prime, или CDJ 3000 от Pioneer, это новые деки. То есть она видна вам не всегда четко. Конкретно в клубах, скорее всего, много лет еще будут стоять именно вот эти деки, потому что они проще, дешевле, и с выходом новых их цена еще больше упала. Так вот, смысл в том, что вот эта ручка помогает вам регулировать уровень громкости. Дальше идут частоты. Это для того, чтобы вы сводили. Но об этом вы все посмотрели в уроках по сведению. Все мы вам показали. Если вы не помните, пересмотрите их и потренируйтесь дома с классическим сведением. Дальше идет ручка Color FX. Она есть абсолютно на всех стандартных пультах, и в клубах чаще всего встречаются модели Pioneer DJM 800, Pioneer DJM 900, Pioneer DJM 2000. Pioneer DJM 2000 это вот этот пульт с экраном посередине. Вам на этот экран обращать внимание не стоит, вы работаете только с самими каналами. Просто в случае Pioneer DJM 2000 экран посередине — это какой-то процессор эффектов и прочие вещи, которые, в принципе, ну, вы навряд ли будете использовать, если не хорошо потренировались на нем. Так вот, Color FX — это штука, которая запускает какие-то эффекты. Давайте посмотрим. Например, эффект Space. Эффект Допеха. Gate. Noise. Crash. И фильтр. Этими эффектами вы можете вполне пользоваться, потому что они простые, они четкие, и как бы даже попрактиковаться для себя самого вам будет как начинающему очень интересно. Следующая кнопка — это кнопка Q. Это для того, чтобы слышать ваш канал. Вы с этими кнопками знакомы по любым видам контроллеров, по тому, который есть у вас, или у вашего друга, или у вашей собаки. Ну, в общем, смысл такой, что эта кнопка помогает вам запускать в наушники звук. Не забываем, что для того, чтобы слышать, нужно, чтобы ручка в разделе миксинг, то есть headphones, была повернута до конца влево, чтобы вы слышали чистый звук с канала или трека, который ищете следующим. Дальше идет фейдер. Он открывает звук в рамках того диапазона, который вы задали кнопкой Gain или Trim. То есть гейн повернут вот настолько, значит, что фейдер работает от 0 до 100% именно этого значения. Дальше идет история, которая назначает этот канал на один из вариантов кроссфейдера. Вы можете назначить этот канал на B, и тогда он будет открываться, когда вы поворачиваете кроссфейдер, или на А, то есть будет ровно наоборот, как будто реверс, перевернули звук в другую сторону. Вот так вот примерно работает. Но еще один момент. Сразу проходимся по лайфхакам. Да? Когда вы подходите к пульту, обязательно посмотрите именно вот на эту
кнопку, потому что очень часто она куда-то смещена, допустим, перед вами диджей ее использовал, то есть использовал кроссфейдер. И вы можете оказаться в ситуации, что, например, кроссфейдер работает... Слышите, какой тихий звук, да? А теперь запустим трек отсюда, то есть, с другого канала. А он играет громко. И когда вы будете сводить, не обращая внимания на кроссфейдер, то ваш канал слева будет всегда играть тише, чем канал справа. И вы, например, будете увеличивать гейн, или вы вообще можете этого не заметить, потому что вы не будете слышать звука, который в зале. Вы будете слышать только мониторы, а они регулируются совершенно другим параметром. То есть кроссфейдер абсолютно никак не влияет на мониторы или еще на что-то. Он влияет только исключительно на общий уровень громкости вывода ваших треков в эфир. И проверьте, чтобы он был выключен. Если, конечно, вы не мастер Scratch, и вы там можете делать там какие-то крутые штуки и знаете, как его использовать. Поэтому смотрите, чтобы он просто стоял по центру. Это нейтральное положение, когда кроссфейдер вообще никак не работает. Мы видим, что ничего не происходит. Но если, например, мы включим его, то мы услышим, что играет этот трек. Отключим. Говоря грубо, кроссфейдер заменяет вот такое движение. Когда-то диджеи пользовались именно таким способом сведения, но с развитием техник диджейского ремесла и вообще в целом диджеинга этот способ заменился на различные другие. Это основные органы управления, но есть еще работа с наушниками. Есть, например, моносплит. Если вы переключите, то у вас будет работать одно ухо. Вы, наверное, видели диджеев, которые одевают один наушник куда-то в сторону, а один на ухо. То есть, либо есть диджейские наушники с ручкой, когда только одно ухо. Такой модный фетиш. Если вы не хотите слышать стереопанораму и работаете, одним ухом слышите мониторы и зал, другим наушник, окей, вы можете переключить его в моносплит. Но таким режимом пользуется крайне маленькое количество диджеев, потому что музыка стала более насыщенная за последние годы, и слышать стереопанораму ваш микс идеальным гораздо более правильно, чем слышать его в какое-то одно ухо, потому что у вас их два, и мы, в принципе, создаем музыкальный продукт. Вы это должны очень четко понимать. Дальше. Мастер. Это в разделе миксинг для того, чтобы слышать только мастер-секцию, то есть как раз тот ваш продукт, который выходит в людей. И для этого конкретно на Pioneer должна быть нажата кнопка Q для того, чтобы этот мастер работал. Если вы ее отожмете и она не будет светиться, у вас просто не будет звука на мастере, вы будете не понимать, почему в этом режиме звука нет. Поэтому проверяем это еще несколько раз, и чтобы у вас все в итоге получалось. Теперь давайте рассмотрим процессор эффектов. Это то, что конкретно у Pioneer является, скажем так, визитной карточкой, так как именно из-за этого они когда-то заняли рынок и встали почти во все клубы. Потому что раньше на других пультах процессора эффектов не было. Так вот, здесь есть основные органы управления. Экран, на котором вы видите название эффекта. И все абсолютно ритмические функции, а также все отображение ручек, которые вы так или иначе делаете. Допустим, первое, мы меняем эффекты. Вот эта ручка, она меняет эффекты. И вы видите, что меняется название эффекта. Вот здесь вот. Допустим, мы можем выбрать, допустим, фленджер. Дальше, следующая ручка. Она показывает и решает, на какой канал будет запитан эффект. Например, на первый, на второй, на третий, четвертый, на микрофон, на кроссфейдер А, на кроссфейдер Б или на мастер. То есть, когда эффект работает именно на весь продукт, который у вас выходит с мастер-секции. Дальше идет кнопка Time. Это, скажем так, изменение ритмических функций вашего эффекта. И сама кнопка включения эффекта, когда мы запускаем эффект, и уже, например, он работает. Отключим, и эффект уже не будет работать. Включаем, он работает. Есть еще одна интересная секция, это ритмика, по которой вы можете путешествовать и выбирать правильную ритмическую долю. Она включается и выключается кнопкой Auto Tape.
Тейп — это ручное управление ритмическими долями эффекта. Вы можете задавать свой ритм эффекта. Это обычно используют профессиональные продвинутые диджеи. Вы должны выбирать авто на первых своих порах, потому что тогда ваш эффект будет всегда работать четко в ритм. Здесь вот загорается авто или тейп. Авто красненьким горит, как мы видим. Тейп горит просто белым, либо бывает горит зеленым или синим, в зависимости от ревизии пульта. Но не суть. Включаем авто. И также, если вы работаете с рекордбоксом, вы можете использовать квантизацию. Тогда привязка вашего эффекта к ритму будет вообще идеальной. Сейчас вот этими ручками мы можем видеть, что меняются доли. И давайте посмотрим, как это работает на примере, допустим, эффекта эхо. При смене ритмической доли меняется эффект. Что делает еще вот эта ручка, которая называется Level Depth? Это глубина или уровень эффекта. То есть мы регулируем соотношение эффекта по отношению к оригинальному звуку. То есть либо больше оригинального звука, либо больше эффекта. И вот в таком положении у нас работает больше эффекта, то есть эффект. В таком положении эффекта нет. И поэтому примерно плюс-минус посередине все используют. Также некоторые играются именно этой ручкой. Например, допустим, поставим эхо на вот так. Это все для того, чтобы вы могли там менять свои миксы, как вы хотите. То есть, но бояться не стоит, потому что это просто пульт. Теперь еще один очень важный момент, который вы должны знать. Вы должны очень четко соблюдать историю соотношения уровней. То есть есть понятие уровня сигнала. То есть для этого у нас есть индикация, которая нам помогает видеть вашу музыку. Вы должны понимать, что на Pioneer немножко заниженный выходной каскад. То есть то, что показывает здесь, не совсем соответствует тому, что показывает конкретно выход. Например, на звукорежиссерских или студийных пультах это все соответствует, там все очень четко, так конкретно. На диджейских пультах, наверное, производитель думает, что диджеи все играют в красные глаза. Это когда мы видим, что тут типа прям задрано. Видите красный цвет? Сейчас сделаем тише тут. И вот звук начал даже немножко хрипеть, то есть это очень нехорошо. И поэтому ваша задача, чтобы не было не то что красных, а чтобы, например, было 2, максимум 3 желтых деления для того, чтобы как бы звук раскрывался полностью, но при этом вы хорошо контролировали ваш микс. Ваша задача делать так, чтобы уровень линейной индикации соответствовал уровню выхода мастера. Но уровень выхода мастера должен быть на полдецибела, то есть на совсем чуть-чуть меньше, потому что в режиме сведения у вас будет происходить усиление звука, чтобы вы в итоге не вываливались из микса и ваш сет был ровный. Это такой маленький лайфхак. Ручка мастер отвечает за то, чтобы вы регулировали общий звук, который выходит в колонки. Это вот эта ручка. Баланс — это ручка, которая регулирует громкость мониторов. Ну, например, сейчас у меня играет 2 монитора. Вот так у меня играет 1 монитор. А вот так играет только этот монитор. Когда она посередине, эта ручка делает так, чтобы все играло в качестве. Поэтому иногда проверяйте и ее тоже, потому что бывает, что диджеи играются таким образом всячески за звуком, хотя есть иногда крутой эффект пинг-понг, но некоторые это используют как эффект, и поэтому они могут оставить на баланс налево, и не будете понимать, почему у вас танцует только левая сторона танцпола, а правая просто сидит, не понимает, что звука нет. Это, конечно же, юмор, но проверяйте ее тоже. Следующая ручка, которую вам надо знать, это бус-монитор или монитор-аут, на разных пультах по-разному. Бус или монитор — это, в принципе, одно и то же.
она регулирует уровень громкости мониторной линии. В данный момент мониторы подключены через мастер-выход, но по факту они должны быть подключены через мониторную линию, чтобы при записи микса здесь было выставлено в 0, то есть чтобы сигнал был полноценный, раскрытый, четкий. А вот этой ручкой регулировать комфортное звучание в вашей диджейке, там дома или в клубе, то есть это регулятор мониторной линии. Вот эти ручки — это управление кривыми фейдеров и кроссфейдера. Вы про них узнаете в наших других видео, то есть мы про все это рассказываем. Ну и, конечно, отдельно мы будем поднимать тему эффектов для того, чтобы каждый из вас понимал, какой эффект, как и когда, где применять. Следующая зона, которая есть, которую вам надо знать, как она работает, с одной целью, это микрофоны. Почему? Потому что бывает, что люди, используя микрофон, оставляют его в режиме talk-over. Это когда звук, например, скажем так, будет проваливаться, когда человек начинает говорить в микрофон, а вы будете не понимать, что происходит, потому что вы слушаете микс в наушниках, и все, что идет в зал, естественно, идет вам в уши. И это не очень прикольно на самом деле, когда MC портит ваш микс. Надеюсь, MC меня сейчас слышит и примут это как не за оскорбление, а как за повод классно эмсить. То есть, друзья, не должны вас слышать больше, чем музыку. Вы должны быть частью микса, и вы должны грамотно, ритмично зачитывать заранее заготовленные крутые куски, а не быть просто какими-то чуваками, которые кричат: «Эй, я не вижу ваших рук», или ваших ног, или ваших жоп, которые уже убегают из клуба, потому что их оглушил человек, орущий в микрофон. Так вот, когда эта ручка включена, в момент именно на режиме talk-over у вас будет просадка звука и будет автоматическое выравнивание на голос, потому что это, в принципе, сделано для корпоративов или каких-то еще вещей. Вот в таком режиме on, микрофон просто будет включен, и если MC положит ваш микрофон куда-то, где недалеко стоят колонки, то музыка будет фонить, то есть микрофон будет ловить обратную связь, и тогда у вас будет страшный шум, и вы опять будете не понимать, что происходит. Если эта лампочка горит, а ведущий не выступает, обязательно выключайте ее на off, чтобы не было таких казусов. Дальше вы можете регулировать, опять же, когда выступает ведущий, вы можете корректировать эквалайзер, его уровень громкости, чтобы микрофон также не фонил, потому что иногда ведущие не как бы совсем адекватно себя оценивают, как они звучат. А вы-то слышите все через мастер, у вас идеальная панорама. Поэтому не надо бояться других пультов, вы просто понимаете, что может происходить. Также вы должны понимать, что конкретно на пультах Pioneer вот эта кнопка очень часто ломается. Ее могут заливать, она со временем просто перестает работать. Первые признаки — она плохо нажимается. Вот эти кнопки тоже это болезнь старых пионеров еще с 500-х, что они иногда срабатывают не так типа четко, а именно типа залипая. Видите, вот сейчас, например, она не прожимается. Нажимаю сильнее, она прожимается. Это значит, что вот эту кнопку скоро, наверное, скорее всего, придется менять. Здесь есть сенсорный X-Pad. Это уже современная тема у Pioneer. Вы можете как бы ее использовать, но, допустим, не всегда это удобно, и она требует привычки. На более продвинутых пультах, таких как, например, Denon DJ X1850, уже такие большие слайдеры, на которых просто больше и четче вы попадаете в нужную ритмическую секцию. Здесь эта история просто сделана как для удобства, ну и она дублирует вот эти кнопки. На данный момент это основные органы и основные зоны управления стандартными пультами. И обращайте внимание, что EQ — это эквалайзер, что gain или trim — это общая регулировка уровня трека. Вот здесь вот всегда сверху находится селектор входов. Он может быть в виде тумблеров, может быть в виде таких кнопок переключения, может быть в виде вот таких вот рожков, как здесь. Это чаще всего встречается, но бывают и другие модели у того же самого Pioneer. И поэтому вы не должны бояться, вы должны понимать, что есть канал, это четко линия, на которой находится все управление звуком трека. Это линия, это канал. Есть другой канал, и не будет такого, что, например, этим каналом будет управлять ручка какая-то другая. Поэтому вы должны мыслить как звукорежиссер. То есть вот моя дека, вот она играет. И вот здесь я могу регулировать частоты, могу регулировать звук, могу менять его громкость, могу переключиться на другой источник звука. Например, если вы используете какой-то еще один синтезатор, то вы можете здесь запитать его в линию и вот тут вот между ними переключаться. Или там виниловую вертушку, например. Все зависит от вашего сетапа, от вашего настроения и прочее. Опять же, вы начинающий, вы находитесь сейчас на курсе для начинающих. Мы вам показываем все, как работает
как и в обычных школах, где просто учат там сводить 2 трека, пользоваться какими-то процессорами, эффектов и прочими. Но когда вы окажетесь перед вот подобным комплектом или перед другим, ищите название Play, Q, Track Search, Jog, Pitch, вы видите фейдер канал, вы видите частоты, вам больше ничего не надо. Обращайте внимание на индикацию канала, чтобы быть грамотными и ваша музыка была в хорошем миксе. Тогда у вас все получится. Не бойтесь пользоваться браузером, не стесняйтесь попробовать другой USB разъем, проверьте подключение LAN. То есть вы, в принципе, владеете всей этой информацией. Вы можете, если первый раз идете играть в клуб, сначала попросить саундчек. Это имеет право каждый артист. То есть просто прийти заранее в клуб, когда он еще не работает, там за 30 минут, за 60, и попробовать поиграть ваши треки, потому что после этого курса вы, в принципе, можете спокойно играть на чем угодно. Вопрос, что знания, которые даются более продвинутые и профессиональные, конечно же, лежат в других пакетах. Но ваша задача не испугаться, ваша задача не переживать, что другое оборудование другое. Ваша задача понимать, что ваша задача свести 2 трека. И сделать это можно абсолютно на любом бренде, на любых кнопках, неважно, черные они, квадратные, круглые, зеленые, овальные или там с разными подсветками, или неважно какой бренд. Так думают умные диджеи. Глупые считают, что нужно только играть на Pioneer, потому что это must-have. Нет, вы можете оказаться в ситуации, где будет стоять совершенно другая техника, и если вы грамотный человек, вы разберетесь и в ней тоже. Увидимся на следующих занятиях. Пересматривайте уроки и, в общем, пока.